Некоторое время назад в Steam прошел фестиваль демоверсий. Я постарался поиграть во все, что мне приглянулось, и отобрал для вас 13 интересных, необычных или просто хороших проектов. Ссылки на страницы игр в Steam будут в описании. Любой проект начинается с идеи, с некоторой отличительной особенности, с фишки, которые можно быстро описать, почему игроку должно быть интересно. Многопользовательский шутер в полной невесомости – вот фишка Boundary. Собственно, за эту самую невесомость я и переживал. Обычно уровни в открытом космосе нелюбимы игроками, примерно так же, как подводные. Но, к счастью, со своей основной механикой игра справилась на ура. Передвигаться не только удобно, но и приятно. Стрельба тоже выполнена на уровне. Импакт есть, разнообразное оружие есть, завезли даже снайперскую винтовку. Интересные доп-гаджеты есть, и даже звук постарались стилизовать под невесомость. С точки зрения физики его, конечно, быть вообще не должно, но от просмотра «Звездных войн» нас это не останавливает. Единственной важной проблемой игры на данный момент является левел-дизайн. На картах, представленных в демо-версии, слишком много открытого пространства. Из-за этого ожидать противника с какого-то конкретного направления просто невозможно. Прилететь может не только сзади, слева или справа, но и сверху и снизу, что делает перестрелки слишком хаотичными. За исключением этого момента, игра мне показалась очень достойной, так что, возможно, и вам стоит к ней присмотреться. Boundary выйдет на ПК и PlayStation 4 когда-нибудь в 2022 году. Анимешный Ghost Runner – первое, что пришло мне в голову после запуска игры. И надо сказать, что я попал в точку. Обе игры — это скорее головоломка на скорость, нежели стандартный экшен. Но если Ghost Runner заставляет тебя находить верный путь, убивая за ошибки, то Neon White мотивирует находить идеальные маршруты банальной таблицей лидеров и медальками, что может стать проблемой, потому что просто пройти уровень не составляет никакого труда. А вот пройти на платиновую медаль с первого раза удастся далеко не каждый. И именно при идеальном прохождении или соревновании с друзьями игра раскрывается полностью. Каждый уровень представляет собой некоторое сооружение, по которому вам нужно как можно быстрее пробежать к финишу, по пути изничтожив определенное количество супостатов. Сам персонаж может только бегать, прыгать и резать катаной, но на уровнях и из противников выпадают карточки оружия. Левая кнопка мыши производит выстрел из этого оружия, а правая уничтожает карточку с применением способности, заложенной в ней. Например, карточка пистолета позволяет сделать еще один прыжок, находясь в воздухе, карточка автомата кидает взрывчатку и так далее. Звучит сложно, но на деле к системе привыкаешь очень быстро. Is that the alt girl I saw from earlier? Сюжет подается в виде озвученной визуальной новеллы, и пока трудно сказать, насколько он в целом хорош, но в принципе игра немного потеряет, если он окажется плохим. Neon White выходит на ПК и Switch когда-нибудь в 2022. Turbo Overkill — это ультра-динамичный шутер от первого лица. Тот же Doom Eternal не сравнится в динамике с этой игрой, да и вообще не уверен, что есть хорошая игра, которая может. Но из этого вытекает один фатальный для меня минус. Игра укачивает. По крайней мере меня. Так что пройти демку я в итоге не смог, но знаю, что такая проблема возникает далеко не у всех. В остальном демо-версия отличная. Интересный визуал, совмещающий трехмерное пространство и пиксели, создающий ощущение, что попал внутрь какой-нибудь старой 2D игры. Отличный импакт от стрельбы, сочный звук, разнообразное оружие, каждый имеет дополнительный режим стрельбы, хороший левел-дизайн и, конечно же, чертова бензопила в ноге. Короче, если вы любите динамичные шутеры, то игра точно для вас. Главное, чтоб не укачала.
Turbo Overkill выйдет скоро. В 2019 году выходцы из Bloober Team, ответственные за Layers of Fear, Observer и другие хорроры, основали в Польше новую студию. Она собирается заниматься созданием недорогих сюжетных экшенов, основанных на фольклоре и сказках. Первой игрой The Parasite станет Blacktail, основанная на мифах о Бабе Яге. Демо-версия дала доступ только к первому часу игры, поэтому далеко идущих выводов о сюжете я сделать не могу. Геймплейная игра представляет собой экшен от первого лица с использованием стрельбы из лука и магии. Не последнюю роль играют системы кармы и крафта. В зависимости от ваших выборов и действий, 16-летняя яга, за которую вы, собственно, и играете, становится злее или добрее. Причем влияет это не только на абстрактную карму, но и на геймплей, меняя доступный набор способностей. В целом, Blacktail выглядит довольно невзрачно, но собственный стиль у нее все же есть. Очень многое в ее судьбе будет зависеть именно от качества сюжета, а насколько он хорош, мы с вами сможем узнать скоро. У игры нет точной даты релиза. Can't stand a second without a leash around your neck? How about you finally go down your own path? Far Changing Tides — это вторая часть серии, посвященной путешествиям на транспортных средствах, которыми игрок управляет, контролируя человечка. Первая часть была про одиночество и заботу о своем стальном коне. Вторая часть не изменила идеям, заложенным в оригинале, только улучшив их и увеличив продолжительность. В сиквеле нам нужно преодолевать препятствия и расстояния в поисках нового дома, рассекая морскую гладь на импровизированном судне, заботясь о том, чтобы оно не сломалось. А впоследствии необходимо управлять разными улучшениями, вроде парового двигателя. Far Changing Tides уже вышла на всех актуальных платформах и получила очень лестные отзывы, а подписчикам Game Pass игра доступна бесплатно, как на Xbox, так и на ПК. Демо Sealed напомнила мне подводную версию Limbo. Простой, но при этом атмосферный художественный стиль, упор на головоломки, сюжет, подаваемый лишь намеками. По крайней мере, такое впечатление создали первые 30 ознакомительных минут. Кроме того, игра использует незаезженный сеттинг подводных глубин и заезженные лавкрафтианские мотивы. Игрок управляет запертым на огромной глубине существом, на первый взгляд похожим на водолаза. Он умеет переносить сознание в других живых существ, тем самым контролируя их действия, что и придется делать для решения различных головоломок. В целом, на данный момент сказать об игре больше нечего. Релиз Sealed ожидается весной этого года на ПК, но точной даты нет. В последнее время жизнь сама ставит многим такие челленджи, что и без игр трудностей хватает. Поэтому иногда хочется поиграть во что-то интересное, но не напряжное. 3D-платформер Tinykin с этим, судя по всему, отлично справляется. Главный герой Мило неудачно телепортировался, уменьшившись до размера муравья и оказавшись в чьем-то доме на земле. Теперь, по чертежам человека, который здесь жил и которого обитающие в этом доме насекомые почитают как покинувшего свою обитель бога, необходимо собрать космический корабль, чтобы вернуться домой. Главная механика игры — крохотульки, вынесенные в название. Вы можете собирать их для решения возникающих перед вами задач. В демо-версии было доступно два вида. Одни могут поднимать и таскать тяжести, а другие взрываться. На каждое действие необходимо определенное количество крохотулек, поэтому найти их можно за каждым углом. Кроме того, игрок может собирать пыльцу и выполнять необязательные задания, прокачивающие длину полета.
В общем, игра всячески поощряет исследование локаций и, что самое главное, исследовать всегда есть что, пустых пространств просто нет. Приятное управление, приятная рисовка и звук, приятные персонажи, все в игре приятное. И, как вишенка на торте, полное отсутствие наказания. Разбились, упав с большой высоты? Ничего страшного, вы моментально возродитесь, ничего не потеряв в том месте, с которого упали. Утонули? Все так же. Потенциально самая дружелюбная игра в году выйдет где-то летом на ПК. Mind you, that might have something to do with the fact that I've got a cat's eyes. Nothing hides from me. Anyway, like I was saying, this city is up to its eyes in filth. It's dirtier than a dog's asshole after he hasn't licked it clean in a week. Не буду лукавить, причина, по которой мой взгляд зацепился за эту игру, исключительно ее художественный стиль. Кукольная пародия на нуар 30-х годов, такое не часто увидишь. Еще и с антропоморфными животными на всех ролях. Геймплея особо нет. Ходишь, собираешь все, что активно, говоришь со всеми, с кем можешь. В демо-версии даже головоломок не было. Но это нивелируется диалогами и визуалом. Здесь стоит оговориться, что русского языка в игре не будет. Чтобы спасти свою шкуру, кот Горе-детектив берется за расследование загадочной смерти. Смерти настоящей кошки. Кошки из нашего мира. Это все, что сейчас можно сказать об игре, да и распинаться смысла особого нет. Тем, кому визуально понравилось, могут попробовать. Те, кому нет, нет. Приключения Альберта Уайлда начнутся осенью этого года на ПК. To Hell with the Ugly — это детективная помесь квеста и JRPG в стилистике Калифорнии 50-х. Рок Бейли, главный герой этой истории, ночью был похищен. Позже он проснулся в такси, водитель которого сообщил, что подобрал его с дороги в не самом гостеприимном районе города. Теперь ему предстоит найти своих похитителей и, возможно, распутать заговор. В общем, от качества сюжета опять будет зависеть много. Но пока судить, насколько он хорош, трудно. Весь текст, что был в демо-версии, написан неплохо, русского языка в игре, кстати, не будет. Но кроме сюжета можно сказать пару слов о боевой системе. Это стандартная пошаговая JRPG-боевка с тем лишь отличием, что для удачной атаки или блокирования необходимо вовремя нажать на кнопку или кнопки. Это увеличивает динамику боев относительно классических JRPG и явно идет на пользу. Еще есть элементы point and click и завязанные на них детективные рассуждения. To Hell with the Ugly выйдет когда-нибудь в 2022 на ПК. MacPixel 3 — это, как бы парадоксально не звучало, вторая часть серии MacPixel. Очень трудно объяснить словами, о чем эта игра. Ну, скажем так, это point-and-click квест с постметамодерно-ироническим юмором. Или, если говорить на русском, какая-то абстрактная фигня. Короче, я без понятия, как можно нормально описать эту игру, да и от понятия «нормальной» ей далеко. Демка до сих пор доступна, так что лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Полная версия выйдет когда-нибудь в 2022 на ПК. В этой JRPG мы берем на себя роль мышонка, отправившегося в путешествие по Лондону, чтобы найти и отомстить желтому богу, человеку в химзащите. На пути нам, конечно же, встретятся союзники и противники разных форм и размеров, а в качестве оружия мышь использует перочинный нож, превосходящий размеры самого героя. Уже в демоверсии сюжет затронул несколько интересных тем, но сразу предупреждаю об отсутствии перевода на русский язык. Боевая система тоже хорошая, срежиссированные моменты, разнообразные атаки и способности, эпичная боевая музыка, анимации, да и в целом выглядит и звучит игра отлично. Однозначно рекомендую любителям жанра следить за развитием игры. Даже приблизительной даты релиза у Small Saga нет, но вы можете ознакомиться с демо-версией, она до сих пор доступна.
Вы запускаете Recursive Ruin, оказываетесь в своей квартире. Некоторое время предаетесь воспоминаниям, а потом запускаете Recursive Ruin уже в самой игре. Это сюжетная завязка проекта и, по совместительству, лучшее описание его идей. Перед вами психоделичная головоломка-платформер в рекурсии. Задачки у игры соответствующие. Вам нужно пронести некоторый объект через изменяющееся пространство. Понятнее объяснить сложно, поэтому если заинтересовало, демо доступно. Выход когда-нибудь в 2022 на ПК. И последний на сегодня проект. В Abyss вы должны при помощи разнообразных приспособлений, от просто очень тяжелых блоков до лазеров, бомб и реактивных двигателей, построить конструкцию, которая уничтожит другую, уже существующую конструкцию. Идея довольно простая, но очень залипательная. Для прохождения уровня необходимо уничтожить все главные точки и 80% всех блоков. Уровни разнообразные и интересные, а вид разваливающихся сооружений может принести немало удовольствия. Демка доступна, а выйдет Abyss где-то ближе к лету на ПК. На этом стоит и закончить. Надеюсь, из этих 13 проектов вы смогли выделить что-нибудь интересное для себя. Также расскажите о своих находках в сфере инди, если таковые имеются. Мне будет интересно глянуть. Всем спасибо и до скорого!